И всем здравствуйте. Продолжая тему схватки в осаде, мы тут дошли до первого босса. И у нас тот самый лидер отряда, или как его назвать, который вот на начальном экране, два имени, два ника здесь указаны. Он у нас здесь перемещает нашу базу, она была здесь, вот на этой площадке. Он перемещает ее сюда, как раз таки к нашему боссу, он находится здесь. И у нас здесь теперь доступна схватка с первым промежуточным боссом. Босс это вот такой вот, знаем мы его примерно, да, то есть у нас есть, по-моему, в разъедании вот этот орк. И у нас имеются некоторые подобия гайдов в Китае. Здесь у нас что-то рассказывают, что-то показывают про этого босса. Я попробовал команду, которую они показали здесь, может быть я чего-то не понял, я вот это не переводил. Они здесь указали вот такой состав, да, с Истайон, с Аспальтой и с Дафной. Но и с Торином, кстати. Но что-то пошло не так, потому что давайте посмотрим его навыки. Ну а прежде чем смотреть его навыки, давайте посмотрим один хороший успокаивающий ролик. Если донатить хочется, а переплачивать нет, то есть сервис донатов нет. Это сервис по донату не только в нашу любимую ДХшечку, но и во многие другие игры. Причем с адекватными ценами, часто ниже, чем если покупать напрямую в самой игре. Кошелек скажет спасибо, ну а на сэкономленные средства вы, конечно же, сможете задонатить еще. Разве это не замечательно? Ну и каждый донат также дает возможность поучаствовать в розыгрышах на сайте или телеграм-группе, которые проводятся на регулярной основе. Также помимо доната можно пополнить Steam, PlayStation Store и другие сервисы. Все в одном месте. А если вдруг возникнут вопросы, всегда можно обратиться к службе поддержки, которая оперативно вам поможет. Проходи регистрацию по моей ссылке в описании и получай скидочный купон на первую покупку. Босс довольно-таки жесткий. Единственное, что оптимизм вызывает, это вот эти вот промежутки между использованием навыков. То есть, скорее всего, самые, наверное, эффективные команды будут с замедлением. Но у нас не то чтобы такой большой выбор по замедлению. То есть мы не можем составить несколько команд на суперсильное замедление. Хотя, может быть, и можем. Надо посмотреть. Давайте почитаем навыки. Скорость атаки босса значительно повышена, а простые атаки наносят урон по врагу и всем врагам вокруг в радиусе 5 на 5. 5 на 5. Снижая готовность абсолютного навыка на 10%. Это вообще беда какая-то. Вы в бою это увидите. Первый навык. Устремляется к самому дальнему врагу, вращая топором и нанося урон умертвлением по пути, затем наносит урон цели, урон молнии и накладывает на нее подбрасывание. Попадание этим навыком снижает готовность абсолютного навыка цели на 30%. Кошмар. Еще один кошмар. Основной навык. Наносит урон умертвления врагам вокруг себя и накладывает штраф к атаке второго уровня и штраф к защите на 10 секунд. Все получившие урон от навыка получают снижение готовности абсолютного навыка на 50%. 50. 30. Каждая атака 10. Это просто кошмар. То есть у нас тут вариантов не то чтобы, наверное, много. Это скорее всего какое-нибудь сопротивление. Кстати, награды, да? Здесь у нас один человек всего, по-моему, ударил. Я так смотрю. Я не знаю, сколько раз он бил, потому что у него урон был другой, 400 с чем-то. Сейчас у него уже 700 тысяч, да. Есть награды за рейтинг, это награды, сундуки выбора снаряжения, причем мифического плюс, да. Ну, хорошее подспорье перед финальным боссом. И сундуки с выбором камней стихий. Ну, это так себе, просто экономия хлеба и времени. Есть награда прогресса, которую я вроде бы показывал, да, 2 гелиолита здесь. И у нас доступно 3 вот этих вот билета. 3 билета. И есть еще награда за общий урон. То есть более 320 миллионов, это уже 3 гелиолита и целых 30 тысяч очков. Ой, давайте посмотрим, как это происходит в бою. Я тут одну команду уже составил. Проблема вот этого навыка. Где он здесь? Вот этого, когда он бегает к самому дальнему врагу. Я Торина здесь ставил, он игнорирует невидимость. То есть Торин использует свой навык до того, как он начинает бежать, и он все равно бежит к Истайон, к самой дальней. И проблема этого навыка еще в том, да, что он же прибегает сюда и начинает находиться здесь. И следующий игрок, который будет самым дальним, уже другой. Потом отсюда уже опять куда-то еще побежит. То есть он носится как сумасшедший и при этом вокруг себя постоянно бьет и снижает энергию. Это просто кошмар. Мало того, урон у него очень высокий, очень высокий. Ну и команду я вот такую составил. Беренгар плюс 5, здравствуйте, со своим артефактом, да, все в очки здоровья, чтобы было лечение максимальное. Дафна у нас здесь на атаке. Очень много атаки, навыки, таланты такие. Ну, здесь снаряжением у меня беда. Аспальту одел как обычно. Единственное, что я дал защиты, потому что без нее она умирала прям очень рано, очень рано. Дал защиты и почти половину боя, даже больше она прожила. Это у нас важно для нашего Азула, он здесь наносит основной урон.
Я его здесь одел в просвещенность в атаку, как смог, учитывая наличие снаряжения. И остается здесь на заливке, у него куча сопротивления и точности. Вообще точность, наверное, ей особо не нужна. Кстати, у меня здесь нету разлома, и я только сейчас это заметил. Давайте-ка я поставлю ей разлом вместо часов. Не знаю, как это скажется на выживаемости. Ну, посмотрим. Так, ну, давайте посмотрим. И у меня здесь по питомцам не то чтобы большой выбор. Их надо сливать, скрещивать, то есть выбирать таланты. Я не хочу этим пока заниматься. И здесь есть приписка, видим. В каждом испытании босса каждый герой может выйти на поле только один раз. Каждому боссу можно бросить вызов только 3 раза. Ну, вы поняли. То есть нам придется 3 разных команды собирать. И почему здесь мы начинаем с теней? Потому что сбитие энергии, да, для них это не будет срабатывать. И они могут хотя бы нормально что-то наносить. Таймингов у меня здесь никаких нету. Давайте посмотрим, как это происходит. Вот наступает этот навык. Он сейчас побежит к Истайон. Нет, он побежал не к Истайон. К Дафне побежал, которой уже нету. Она уже вселилась. Теперь он побежал к Истайон. Потом он опять побежит к какой-нибудь Дафне, если она будет на поле боя. То есть на нас видим, что штрафы висят. Вот я имею в виду вот этот. И атаки, и защиты. То есть по-хорошему надо бы еще их и снимать, либо сопротивляться каким-то образом. Еще и выживать. Урон от него очень высокий. И причем бьет он постоянно всех. Он всегда в итоге будет бить всех. Потому что вот так вот он перемещается. Туда-сюда. И как-то зациклить его так, чтобы он бил в одном месте, да, и кого-то не трогал, кто мог бы спокойно урон наносить. Ну, я пока не представляю, не вижу такой возможности, потому что у него очень огромная площадь поражения. Соответственно, нам на этом маленьком кусочке нашем, ну, спрятаться не получится. Ну и вот так вот бой проходит. Давайте я ускорю. Сейчас Аспальта уже, да, сгинет. Ну, в прошлом бою я пробовал еще один бой, она подольше выжила. Сейчас она что-то быстренько померла. Вообще, возможно, что Аспальта здесь лишняя. И можно какого-нибудь героя поддержки поставить, который гораздо полезнее здесь будет. Который будет, например, снимать ослабления, вот эти штрафы. Так-то с выживаемостью здесь, как видим, у них проблем особо нету. Но здесь и пробуждение плюс 5, да, и Беренгар с артефактом и плюс 5. А так видим, что миллиард я нанес уже, да? И еще целая минута. Миллиард 200. Миллиард 300. Можно попробовать команду призыва, потому что Тиамат будет все-таки штраф в атаке кидать, усиливать нас. Но сбитие энергии, конечно, здесь все портит. И давайте я покажу, какой урон он будет наносить, да, если я уберу все эти пробуждения. Итак, я снял все пробуждения, но оставил вот этот артефакт. Ну нет, Аспальта здесь точно не нужна. Она здесь лишняя, потому что она здесь просто не выживет. Эстайон, как видим, тоже. Желательно одеть тогда больше в защиту. Либо просто убрать Аспальту, да, и добавить, допустим, хотя бы того же Торина. И уже будет заметно лучше, я думаю. Давайте мы так и сделаем. Торин у меня тем более здесь наготове. Так, Аспальт убираем. Ну и, например, ставим на Беренгара. Так, ну, к сожалению, аура у нас недоступна становится из-за этого.
И умирает довольно-таки быстро у нас Азул. Поэтому я думаю, что зря я поставил на Беренгара, надо поставить на Азула. Ну и видим, что они очень даже неплохой урон, в принципе, наносят, да, учитывая количество пробуждений. Единственное, что Азул здесь с артефактом. И то есть где-то 600 миллионов тут доковырять сможет. Единственное, что он часто перевоплощается обратно, да. И было бы неплохо, конечно, здесь поставить все-таки Аспальт, например, вместо него. Но как это скажется на... Ой, на нашей выживаемости, я думаю, что очень-очень-очень плачевно. Я, конечно, могу попробовать здесь выкрутить ей побольше каких-нибудь характеристик. Например, защиту, скорость атаки оставлю. И здесь, ну здесь, в принципе, оставлю, да. Давайте посмотрим, что будет в таком составе. Ну, в таком составе получается не очень, конечно. Урон заметно выше, да. Но с выживаемостью не очень. В общем, надо смотреть варианты. Это так, я просто прикинул. Показать, что как босс работает, да, и что вообще происходит. И надо составить еще 2 состава таких, чтобы они здесь неплохо справлялись. И уже после записи видео я покомментировал, добил бой, да, с пробуждениями. Беренгар, кстати, без артефакта и без проблем справляется, то есть он не нужен был. Ой, я отбил и только потом понял, что это был не 1 300 000 000, а было всего лишь 130 миллионов. И оказывается, урон довольно-таки вяленько идет. Учитывая пробуждение, ну что-то я делаю, явно я что-то делаю не так. 187 миллионов это все, что я смог вытянуть вот такой вот командой. Что-то как-то не то. Я попробую найти еще варианты, да, которые будут уже более разумные цифры наносить, потому что 187 это что-то маловато. И давайте посмотрим, что если мы набиваем менее чем максимальный урон. Где наш босс? Наш босс здесь. Итак. Сейчас у меня вот этот рейтинг. И я так понимаю, что эти награды будут выданы после окончания вот этого таймера. Потому что пока что я ничего не получил, да. И плюс ко всему еще рейтинг будет подсчитан. И оказывается, что вот эти вот 697 миллионов это очень даже неплохо. Да, вот мои 187 уже учтены. После победы над боссом начисляются награды по итоговой оценке. Понятно. В общем, вот так вот. Вот так вот это выглядит. И команды нужно искать, точнее, составлять более грамотно, чем это сделал я на скорую руку. Что ж, посмотрим. Пощупаем его еще. Время немножечко есть у нас сегодня. Будем щупать. Пока что на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.